Не прочь себя баранки? Ты приревновала. Земфира оставила свои ботинки Харли Дэвидсон. Да, я носила, я ходила в ее ботинках. Надеюсь, он победит. Мамочка, я полюбила бандита. Стала ли бы ты записывать трек с Хаски сегодня? Нет. Концепция хорошего мента. Да. Не могу. Не переключайте после рекламы. Андрей Малахов с вами. Друзья, перед тем, как начнете смотреть, важное напоминание. В России заблокирован YouTube, и это влияет в том числе на работу алгоритмов. Поэтому нам нужна ваша помощь. Как эта помощь может выглядеть? Поставьте лайк под этим видео и подпишитесь на канал, если не были подписаны на него раньше. Это сильно нам поможет. Если вы захотите нас поддержать еще как-то, напомню, что мы принимаем донаты. И всем тем, кто эти донаты присылает, я говорю большое спасибо. Теперь, кстати, мы принимаем донаты еще и в крипте. Как нас можно поддержать, подробно написано по ссылке в описании. Ну а теперь интересного просмотра. Я так понимаю, что у нас сейчас исторический выпуск, в смысле картинки, исходя из того, как органично выгляжу я и как выглядят герои. Жаль, что ты не в тельняшке. Нет проблем, что я что-то легкомысленно одет сейчас? Не, отлично. Мне кажется, тебе нужно забраться вот на карты, на пенек, и будет красиво вообще, все естественно и натурально. Настя, этой весной будет 5 лет нашей первой встречи. За эти 5 лет кажется, что группа Ice Peak стала еще более глобальной. Вы записали фиты с настоящими мировыми звездами. Я про Граймса и про Оливера Сайкса. Вы еще больше турите вне России. От Мексики, Колумбии до Австралии. Очень хочется поговорить с вами о вашей новой жизни. И поэтому эти пару дней мы с вами общаемся и говорим о том, как у вас дела. Начну с личной истории. Июнь 2022 года, 4-й или 5-й месяц войны, фестиваль Primavera Sound в Барселоне. Важнейший фестиваль в Барселоне и один из важнейших в Европе. Вы выступаете как раз тогда же, когда главный хедлайнер того года — группа The Strokes, которую очень любит моя жена, и ради них мы, собственно, туда и пришли. И мы решили перед заскочить на Ice Peak. И я помню, какие невероятные эмоции я тогда пережил. Во-первых, тогда, напомню, это отмена всего русского. Я удивился, что вы в целом в лайнапе. Во-вторых, я раньше только на видео видел, насколько вы популярны у людей, не говорящих на русском языке. Там я это увидел просто живьем. Вокруг были люди, говорившие на испанском, французском, английском, и они знали тексты, они буквально повторяли, как ты говорил в прошлом интервью, «За грустной сукой» и не только «За грустной сукой». И третье, все это выступление, это было просто вот витрина русской культуры в ее электронном, современном, художественном обличии. Ну, собственно, то, что вы всегда делали в своем творчестве. И я испытал тогда просто какое-то невероятное количество эмоций. Я был безумно благодарен вам за этот сет. Мы опоздали на Strokes, ничего не потеряли, потому что их лидер был в не лучшем состоянии на сцене. Бывает. И, в общем, большое вам спасибо еще раз за то выступление. Это было очень круто. Спасибо. Для меня, на самом деле, этот фестиваль запомнился тем, что в толпе стоял Джонни Гринвуд из Radiohead и слушал наш сет, что для меня было очень большим событием, на самом деле, потому что я большой фанат Radiohead. А ты его увидел или узнал об этом? Нет, нам из команды ребята говорили. Да. Так. Но да, я рад, что ты испытал здоровый патриотизм, находясь там. А сейчас очень актуальная интеграция для тех, кто увлекается видеоиграми, ищет новых впечатлений в онлайне и хочет выиграть iPhone 16 Pro Max. Doomsday Last Survivors — новая игра от компании IGG, которая известна во всем мире благодаря культовой стратегии Lords Mobile. В Doomsday вам предстоит выжить после апокалипсиса и спасти мир от зомби. В игре огромное количество механик и разнообразных режимов. Здесь можно параллельно отправлять в бой несколько отрядов, останавливать воинов в пути, сражаться на воде и на суше, захватывать чудовищ в плен
и даже кататься на них. Чтобы победить зомби, понадобится хорошая команда. Если вы соберете надежный альянс и сформируете правильную стратегию боя, то сможете побеждать даже тех противников, которые превосходят вас в численности. А теперь о приятных бонусах. Скачивайте Doomsday Last Survivors по этому QR-коду или по ссылке в описании, чтобы гарантированно получить набор в $300. Он автоматически будет выслан на ваш аккаунт, если вы скачиваете игру впервые. Если на момент окончания акции наберется более 1000 скачиваний, то игроки, попавшие в топ-10, получат сертификаты от Озон на 10 тысяч рублей. А если на момент окончания акции будет более 2000 скачиваний, игрок, занявший первое место, дополнительно получит iPhone 16 Pro Max. Узнать полные условия и проверять свой рейтинг мощи можно на странице акции. Ссылка в описании. Качаем Doomsday Last Survivors, побеждаем зомби и выигрываем классные призы. Вперед! Особенно побеждаем зомби! Прошло 4,5 года, вы уже не в России, но мы снова встречаемся в такой почти что избе. Ты редко найдешь более заглушенное помещение, чем изба, потому что дерево работает отлично, поглощает звук. Тут очень мало эха. Я могу спокойно записывать гитары, могу спокойно записывать вокалы, и мне для этого, в принципе, ничего не нужно дополнительно делать. А тем более в кладовке, где мы сейчас находимся, здесь уже все еще более заглушено. То есть это звучит как студия на самом деле. И поэтому всегда изба. Я часто, путешествуя по миру, пытаюсь найти себе что-то подобное. И это не из сентиментальных побуждений, это скорее чисто технически. И это иллюстрация про то, что уехавшие артисты, 4,5 года назад у тебя был отдельный кабинетище, который ты использовал, а здесь вот такой вот метр в кладовке. У меня сейчас... По наклонной. Я бы сказал, что наоборот, потому что у меня сейчас везде, во всем мире, куда бы я ни поехал, образуется такой кабинет. Я просто не сижу на одном месте. Настя говорила, что вы периодически селитесь вместе, когда вы в группу ездите, командой, и главная борьба у вас за кладовку происходит. Борьбы нету, но есть иерархия. И мы, конечно, отдаем часто кладовку Насте, потому что ей больше вокалов надо писать обычно. Настя, в Ютубе же есть видео, их много. Настя улыбается. Прямо сейчас. А природа этих видосов можешь объяснить? Это просто компиляция того, как я улыбаюсь. На самом деле там Коля тоже есть. Ага. А почему люди так нарезают? Потому что у тебя есть репутация человека, который не улыбается, которая... У нас, в принципе, как у проекта, достаточно сдержанный образ, и мы не то чтобы шибко проявляем какие-то эмоции, но... Не могу. Ты просто сидишь и так хитро улыбаешься, что невозможно не смеяться. Так. В общем, естественно, я улыбаюсь на всех интервью, я не могу сдержать улыбку, потому что я не умею контролировать настолько четко свои эмоции и не хочу, в принципе. И просто кто-то, какой-то энтузиаст сделал подборку того, как я улыбаюсь, потому что людям нравится, как я улыбаюсь. И все. У вас вышел фит с Оливером Сайксом из группы Bring Me The Horizon. Мы просто списались и решили сделать Мне кажется, да. трек. А кто кому написал? Хороший вопрос, еще бы вспомнить. Я помню, что Мне кажется, что мы просто переписывались с ним и слово за слово, переписывались по какому поводу? Просто в Инстаграме. Без повода, типа cool stuff. Простите, что я как человек из Следственного комитета, но мне это интересно и важно. Это мировая звезда. Да. Кто кому первый написал? Надо проверять. А мы сможем это проверить? У вас Сейчас. далеко телефон? Можем позже проверить. Да. Давайте Сейчас позже, на холоде. позже сложно. проверим. Я сделала это вчера. И? Я могу посмотреть. Но мне просто... Я подумала, Не что надо немножко такое формат у этого. Нет, так не надо показывать, просто скажи, кто первый. Он просто написал, что типа давай над чем-нибудь поработаем. А он написал в аккаунт iSpeak или в личный? Я в своем личном смотрела, но я думаю, что вполне вероятно он писал нам в общий. Он написал в общий тоже. Потому что я тогда ответила, что я сейчас ни над чем не работаю, у меня перерыв. Он сказал, да, у меня то же самое, подумаем о чем-нибудь в будущем. И потом уже я ему написала, типа, у нас есть кое-что тебе показать, трек.
И мы показали, ему понравилось, и вот получился трек. Но, как я слышал, он еще в 2020 году публично, то ли в сторис, то ли в интервью говорил, что вот есть такая группа Ice Peak, Да. я хотел бы с ними фитануть, это не дело ближайших планов, но я хотел бы это сделать. То есть он проявлял интерес. Проявлял. Но Да. он вообще очень open-minded, он поддерживает разных артистов. Это не тот как бы персонаж, который, добившись какой-то условной высоты, не проявляет никакого интереса никому и ни за кем не следит, и вообще ему ничего, кроме собственного процесса, не интересно. Его карьера — это вообще довольно вдохновляющий проект для меня. Ну и как группы, и его личные, потому что он очень крутой коллаборатор, он постоянно растет, он меняется, у него было просто куча разных эпох, при этом его слушатели остаются с ним на протяжении многих лет, и у него там есть какой-то коллаб с Эдом Шираном, у него есть коллаб с нами, у него есть коллаб Очень с смелый, в общем. Baby Metal. И он... И с Baby Metal тоже, да? Да. Да. И при этом это все почти... Ну, типа, мне нравится очень много того, что из этого. И ты хотел сказать, это все органично? Я хотел сказать, что это все хорошо, это все хорошая музыка. Так, вы списались, и как дальше это происходит? Изначально мы уже закончили, на самом деле, трек. Это готовый трек. То есть я написал бит, Настя спела, и уже все смиксили. И мы думаем, cool, нужно добавить в эту часть... Какого-нибудь артиста. Не какого-нибудь артиста, а типа Оли, потому что он туда просился. Да, потому что он подходит именно в этот трек, как нам казалось. Ну да. И мы ему написали, ему понравилось, и получилось, да, он туда очень хорошо встал. Это один из наших лучших треков, коллабов именно, потому что очень все здорово сошлось. Он пел твой текст? Нет, он пел свой текст. Он придумал его? Он послушал весь трек, он прочитал текст и, да, сделал свою часть, естественно, самостоятельно. Но припев он подпевал. Он тоже. подпевал, да, чуть-чуть. Но гроулю там тоже я, если что. Потому что все думают, что я не гроулю. Он Да. скримит. Да. Да. И это все делается удаленно, вам не нужно вместе пересекаться? Да, мы можем просто это делать. Я скидываю ему какие-то стемсы, ну, то есть дорожки, он скидывает мне дорожки. Мы уже несколько раз рассказывали в наших интеграциях про менеджер паролей RoboForm. Если вы до сих пор не установили себе RoboForm и сомневаетесь, что для вас это актуально, коротко напомню, от каких неприятностей в интернете он может вас спасти. RoboForm создает уникальные пароли, которые вам не понадобится запоминать. Используя RoboForm, можно заходить на любой сайт или в приложение одним нажатием, не сталкиваясь с паролями, а значит и не забывая их. Даже если вы придумали сложный пароль, но используете его на разных сайтах или храните в заметках телефона, это делает вас легкой добычей для хакеров и мошенников. Потеря доступа к своим аккаунтам и слив данных, кража денег с карт, испорченная кредитная история. RoboForm решает все основные проблемы, связанные с безопасностью ваших аккаунтов в онлайне. Максимально наглядно, как это устроено. При регистрации на любом сайте RoboForm генерирует надежный и уникальный пароль, который мгновенно сохраняется на всех ваших устройствах. Вам нужно лишь запомнить один мастер-пароль для входа в систему и доступа к вашим данным на любых ваших одобренных устройствах. Кстати, проходить аутентификацию в RoboForm можно с помощью отпечатка пальца или скана лица, вообще не вводя пароль. При форс-мажоре всегда можно обратиться в службу поддержки, которая работает круглосуточно. А в случае глобальных форс-мажоров в RoboForm создана безопасная система управления цифровым наследием, которая позволяет вашим близким получить доступ к важным аккаунтам. Автоматический вход на любой сайт или приложение, автозаполнение форм, а также возможность делиться доступом к онлайн-аккаунтам с другими пользователями — все это будет доступно с RoboForm. А по ссылке в описании доступна скидка 40% на покупку RoboForm. Вперед, вперед, вперед! И берегите себя и свои данные. Мы встречаемся с вами в Риге. А почему здесь? Мы приехали, я приехал, чтобы снимать. Здесь мы снимаем клип, снимаем лайвовые видео для нового альбома. А Настя здесь живет, она может сама про это рассказать. Я здесь базируюсь, да. Я родилась в Риге, но выросла в Москве, и так получилось, что с началом войны я снова оказалась как бы в том месте, где я родилась. Но я не живу здесь все время, потому что мы очень много турим, и потому что я много езжу сама. И примерно, где-то
Месяц-два я тут периодически провожу. Да, это такой шелтер. Что из русскоязычной музыки в последнее время вам запомнилось? Ну, или музыки, сделанной русскоязычными артистами? Надо открыть плейлист Spotify и вспомнить вообще, что там есть. Я недавно слушал старую Земфиру, слушал Агату Кристи, несколько песен. Ну, я вот открыла свой Spotify, это пугающе. Ну, говори, не стесняйся. Ну, из последних сохраненных русскоязычных треков у меня есть, например, «Источник знал». Так. Это очень небольшой артист. Алексей Пономарев, «А мы не ангелы, парень». Так. «Кровосток, столярка». Кровосток, столярка. Так. Дальше продолжай. Да, это очень интересно, это очень интересно. «Вирус, ты меня не ищи». Ой. Но я пропускаю все не русскоязычное, потому что Да. Максим отпускаю. Мне кажется, пора остановиться. «Мамочка, я полюбила бандита». Супер. Краски. Да? Нет, это... Это краски. Да, краски. Я попросил. Да, сори. И «Веселые ребята» в последний раз. Интересно. Да. Но я, кстати, вспомнила про Земфиру. Коля сказал, я же... Когда мне было вот 12-13 лет, я была большой-большой фанаткой Земфиры. Прям крейзи фанаткой. Я об этом вообще, кстати, нигде, мне кажется, ни разу не рассказывала. Первый альбом. Да. «Спид» и все остальное. Да. И очень одиноко себя в этом чувствовала, потому что у меня в классе никто ее не слушал почему-то. То есть это было как бы... Моя мама слушала ее, и поэтому ее слушала я. Ее слушали, видимо, люди постарше, Ну, да? наверное, да. Потому что ощущение, Да. что тогда слушали просто все. Ну вот у меня как-то так получилось, и забавная история с этим связанная, что мне... у меня было очень бедное детство, и очень часто разные друзья, родственники и даже службы помощи социальной, они отдавали как бы вещи, одежду, чтобы можно было одеться. И у мамы была знакомая, которая как-то была связана, она как-то работала с кем-то, кто то ли дружил, то ли знал Земфиру, и Земфира оставила свои ботинки Харли Дэвидсон 38 размера. Тебе? И мама забрала их для меня, да. И они были больше, почти на 3 размера. И я носила их с огромными носками очень много лет. Ну, у меня уже потом даже выросла нога, потому что у меня вообще почти 40 размер. И да, я носила, я ходила в ее ботинках. А когда они такая. уже чуть-чуть жали, носила еще? Ну вот это я уже не вспомню. Вообще я не люблю, когда жмет обувь, поэтому скорее все-таки нет. Но для меня это было прям такое, потому что я была прям фэн. Это вот единственная в моей жизни такая история с фэн-фэн, потому что я даже там рисовала какие-то ее портреты и что-то такое. То есть был такой период, да. Я бы с ума сошел, если бы у меня была обувь, да еще это настолько невероятная от любимого артиста. Да, это в как-то, детстве. не знаю, может быть, это дало какой-то заряд тоже свой. Через энергетический. ступни буквально, типа, по Буквально, массажному, да. проникал. Удивительно, я показал массаж ступней сейчас, конечно. Вот, но вы поняли. А ты знакома с Земфирой? Тебе было бы интересно познакомиться? Ну да, но я думаю, что мне было бы и неловко, и страшно, и трогательно одновременно. А что лучше, оставить, что интереснее и лучше, познакомиться с ней или оставить воспоминания о Это ней? интересный вопрос. Но у меня никогда не было... мне очень нравилось ее творчество. И это был не тот уровень как бы фанатизма, когда ты узнаешь все про личную жизнь человека там, или сталкеришь, или еще что-то. То есть у меня не было создано вокруг нее какого-то отдельного образа как ее как человека, хотя потом, конечно, уже когда я была взрослее, я там смотрела интервью и так далее, но я уже могла разделить как бы где человек, где немножко как бы образ может быть, где еще, как мне казалось. У меня поэтому нет какого-то романтизированного образа. Я понимаю, что это живой человек с какими-то своими особенностями. Не думаю, что что-то разрушится. Вот. Я и Ренату Литвину, это так к разговору просто общего контекста, понятно, что это два разных человека. Что два раза не вставать. Да, и как бы я тоже любила ее и кино, и персонаж, и тоже это было для меня как-то интересно, в общем, да, вдохновляюще. А вы знаете про очень самое невероятное предложение, которое поступало Ренате Литвиновой в стилистике группы Ice Peak? На интервью Ксении Собчак много лет назад она рассказывала, что за много лет до этого у нее было предложение от какого-то поклонника. Поклонник умер и в завещании указал, что на моих похоронах
должна присутствовать Рената Литвинова в какой-то вуале, и когда гроб будет уходить в могилу, она должна первый комок земли бросить. И там гонорар был 10 тысяч УЕ, долларов или евро, или чего-то еще. И она сказала, я хоть и, конечно, оторванная, и хоть и на все на самые невероятные вещи могу согласиться, но там я отказалась и последнюю волю умершего нарушила. Я, например, у меня, наоборот, мечта своего рода такая выступить на похоронах. Я понимаю, что она очень странная, но... А вы не видели, как Noise MC выступал на похоронах? Нет. У Нойза был поклонник, чувак, у которого сложный был жизненный путь, и они как-то где-то сблизились, и когда он умер, Нойза позвали на его похороны выступать, и это было так органично, это было так уместно, это было так жизнеутверждающе и так круто, что в общем, только аплодисменты, в общем, было. То есть это за этим прям интересно было наблюдать. Ты тоже так хочешь? Ну, мне было бы интересно. Это просто немного не в традиции как бы нашей культуры, но, например, в традициях других каких-то культур прощаться с умершим как не через трагедию, может быть, а через какой-то праздник даже. Или рейв, как на похоронах Кейта Флинта. Рейв тоже прикольно. Дулом автомата дали прямо по лицу. Я зову на помощь, но ведь знаю, не приду. У вас на альбоме 2020 года есть трек с Хаски. Стали ли бы вы записываться с ним сейчас? Нет. Почему? Потому что если в 2020 году мы могли сказать, мы смотрим на мир по-разному, и трек, который мы записали тогда, это отображал, и это было интересно, потому что трек, который мы записали, он пацифистский изначально. То есть тот трек, который мы прислали, это пацифистский совершенно трек. Но его часть, она, конечно, очень романтична. То есть это романтизирование войны. И если тогда это звучало как нечто, что может привнести другой взгляд на эту тему, то сейчас это звучит как нечто, что не должно произноситься вслух. Да, война изменила все, и мы живем в другом мире, поэтому сейчас этот трек бы не появился на свет. Стало ли бы ты записывать трек с Хаски сегодня? Но мы абсолютно с ним не общаемся, не контактируем, и то, что я вижу со стороны, хотя я не понимаю его политической как бы позиции вообще, потому что я не уверена, что она где-то внятно как-то высказана, но скорее, нет, просто потому что у нас нет контакта, и опять-таки, потому что я не понимаю, что человек думает, мы с ним не разговариваем, мы тогда-то немного, на самом деле, общались, то есть мы встретились и поболтали, и нам нравилось его творчество на тот момент, и он очень крутой поэт. Сейчас бы я, наверное, не стала делать фит. Коля сказал, что один из смыслов, как он видит, того трека был, в общем, каким-то образом людей с неодинаковой позицией примирить. Ты вкладывал то же самое или просто с твоей стороны это был скорее респект очень крутому поэту? Как было вообще достаточно стандартно для нас. Мы записали трек и показали его ему. И мы не знали, что он именно сделает, и потом он прислал, что он сделал, и нам очень понравилось. И я, когда это слушала, его текст, для меня это просто пересказ нашего клипа «Марш». Я не знаю, задумал ли он это так. Мы с ним это не обсуждали, я не могу ничего утверждать. Но мне показалось, что это было так, и я подумала, что это очень любопытный художественный прием. И это все очень органично вместе собирается в такую картину. Но сейчас на это ретроспективно, я когда смотрю, я понимаю, что это очень можно по-разному трактовать. Это такое... В этом тоже, на самом деле, и прелесть этого трека своего рода, потому что он неоднозначен. Тут можно очень по-разному это комментировать, конечно. И, соответственно, как тул использовать это можно очень по-разному. Но определенно я, писав этот текст, допустим, не закладывала, не знаю, никакой там
поддержки потенциальной войны, например, или еще чего-то такого. И мне показалось, что с его стороны этого на тот момент тоже не было. Интересно. Просто я понимаю, что я могу прозвучать как человеком, который типа выставляет себя умным задним умом, но вот честно, как бы, хочешь верь, хочешь не верь. Вот. Мне очень нравится трек. Прям хороший, вот, да. по звучанию, по фонетике, по всему, это прям классно. И с кем бы ни дружил, что бы ни делал Хаски, я, как бы, оставаясь честным человеком, я должен признать, что он очень крутой поэт. Но тогда я слушал это, и я прям слышал просто романтику. Я был уверен, что вот это то, чем он вдохновился, катаясь на Донбасс. И общаясь... Но он же тогда еще не ездил. Ездил, очень много ездил. Он дружил со всеми этими типами, которые там оккупационными были. И я там прям вот слышал эту романтику полевую и думал, ну как же это все равно талантливо написано. Вот, с вашим мозгом. Ну, да, человек может быть определенно совершенно других взглядов и при этом все еще талантлив, бесспорно. Но на тот момент я, видимо, так это не видела и не понимала. И, возможно, не настолько была вообще осведомлена, скажем так. Сколько я слушаю весело и грустно, я хочу спросить тебя, как поэтессу. Можно ли рифмовать кровь и любовь? Да. Я даю разрешение тебе. Ты, когда это делаешь, ты не испытываешь какого-то неудобства, что это как бы вот так прям клишировано, возможно, одна из самых распространенных рифм, особенно начинающих поэтов? Но какая разница? Пусть это очень простая рифма, но это же, если мы немножечко за рамки этих двух слов посмотрим на всю четверостишие там или что-то, там же есть определенная все равно эмоция. И для меня эмоция здесь намного важнее, чем задрачивание на тему того, как это круто написано или написано, не написано с поэтической точки зрения. Я вообще очень люблю простоту. И мне кажется, это заметно. И мне нравится в том числе, я люблю частушки и люблю такие вот вещи, потому что они очень простые, внятные, понятные. И я хочу быть понятной. Может быть, даже я не могу и сложнее это говорить, я не знаю. Но мне кажется, что как бы мой слушатель меня понимает, и это не та ситуация, когда я как бы хочу быть проще для слушателя, потому что я его недооцениваю, думаю, если я буду чуть-чуть сложнее и как-то изъясняться, люди меня просто не поймут. Нет, это не так. А просто, мне кажется, мы разговариваем на одном языке, и вот мне повезло, что меня понимают, и я остаюсь понятной. У вас есть фит с Граймс? Есть. Тоже давно любим и ценим ее творчество, и она тоже о нас хорошо отзывалась, и просто переписывались точно так же в Инстаграме и решили сделать что-то вместе. Но это уже тянулось какое-то время, просто теоретическое обсуждение того, что можно что-то сделать. Вот, потом созвонились, поболтали и стали пробовать. У нас там было несколько попыток, вот, в итоге получилось то, что получилось. Я всегда вообще очень любил Граймс. Она меня сильно повлияла в каком-то начальном периоде моего продакшена. И вообще она, мне кажется, очень интересным человеком. И для меня это какая-то тоже серьезная история была такая, когда мы делали коллаборацию. Для меня, на самом деле, это все началось, когда я смотрел какие-то ее интервью очень-очень давно, на только появившемся Ютубе. Она рассказывала про то, как она продюсирует, но у нее был уникальный стиль, и она делала все сама. Меня это очень вдохновило, потому что у нее был просто лэптоп, там открыт Ableton, тоже только-только недавно, мне кажется, появившийся, и мне очень нравилась музыка. Я понял, что, окей, меня ничего не останавливает. Она прям вдохновила тебя, получается? Да. Ну, нет, естественно, я уже до этого делал музыку, но она была одним из людей, которые мне помогли поверить в то, что я могу все делать сам. В 2020 году вот такая фотография была у Граймс. Если бы не беременность, я бы подумал, что... Смешнее еще то, что до того, как она выложила свою фотографию с беременностью, я выложила фотографию с фейковым животом в фотошопе с шуткой, что я очень давно не постила, и типа скоро альбом. И проходит какое-то время, и появляется эта фотка, это чистое совпадение, но действительно есть некоторое сходство.
Ну, Ну что тут? Ну, мы похожи. Ну, ничего с этим не сделаешь. Но бывают люди похожие. не-не, то, что образ... А Чуть-чуть. тогда просто так получилось, что образ... Ну, по сути, она после тебя выложила это, да? Не по сути, она после тебя появилась в таком образе. Да, или- но я тут я не думаю, что Граймс это не та история. Просто у нее тоже всегда была как бы тема с этими косами, и Ага. мы похожи с ней внешне. И когда мы начинали проект, меня часто с ней сравнивали внешне, из-за чего я, конечно, не могу сказать, что меня это радовало, потому что мне очень приятно, когда тебя с кем-то сравнивают, называют. И как бы я все время задалась вопросом, ну хорошо, мы обе девушки, у нас у обеих косы, мы обе поем, у нас у обеих высокие голоса. Как бы мы делаем абсолютно разную музыку. И ну как бы это такое сравнение все равно поверхностное. Мы находимся в Риге. Ты до 6 лет здесь жила, а потом уехала в Москву. Да, я пошла в Москве в первый класс, и выросла я уже в Москве. И первый раз я вернулась в Ригу очень коротко, уже только в 16 лет. И потом приезжала уже только с концертами. И Рига была то место, куда ты уехала, когда война началась. Да, потому что у меня была возможность здесь легализоваться. И так получилось, что как бы я это сделала еще до войны, и так получилось, что это место вот с началом войны стало как бы снова моим домом. Прошлый выпуск мы снимали в том числе на кладбище домашних животных, и вообще много говорили про смерть. Ну да. Выяснилось, ты рассказала, что когда вернулась в Ригу, ты нашла объяснение, почему, возможно, у тебя такой интерес к смерти появился. Расскажи. Одно из объяснений моего интереса к смерти, может, даже какой-то некоторой иногда обсессии, как мне кажется, это то, что, оказывается, как бы я пришла к своему детскому дому, в котором я здесь в детстве росла, и я как бы приходила к нему пару раз до этого, но почему-то не обращала на это внимания такого, что он стоит между двух кладбищ. Как это район называется? Это район Брасса и улица Сенчу. И с моего просто заднего двора буквально можно было через калитку выйти на кладбище, что мы, собственно, и делали. И с другой стороны большой парк, который называется Лиела-Капи, большое кладбище. И это как бы парк, но это бывшее кладбище, там очень красиво, и там я тоже очень много и гуляла, и училась кататься на велосипеде. И мне как-то это все вдруг объяснило, и я поняла, что помимо всех этих каких-то эзотерики, какой-то романтизации вокруг этой темы или науки. Есть очень простое, банальное объяснение, почему мне комфортно, например, в каждом городе, в который я приезжаю, сходить на кладбище и посмотреть, как оно устроено, и погулять там, потому что я буквально в детстве проводила там время, там спокойно, и я как бы чувствую, что это такой для меня safe space, помимо того, что там красиво бывает, интересно посмотреть на захоронения, интересно посмотреть, какая иерархия, как люди похоронены, как к ним относились, подумать, что это все значит. Как бы есть еще вот просто супер простое, банальное объяснение. Все из детства. Что-то из детства, да. Одно из главных высказываний про ностальгию и все остальное в 2024 году это был альбом «Монеточки». Там, где было, это было в России, это было давно. Вы слушали? Да, я слушала. Как тебе? Мне понравился альбом, меня он тронул местами, но у меня нету вот этой ностальгии, которой, как мне кажется, он пропитан, поэтому на каком-то уровне я не смогла с ним как бы соединиться. Срезонировал. Да, потому что, я не могу сказать, что я скучаю по России. Последние годы в России у меня были достаточно тревожные. И, на самом деле, уехав, я испытала облегчение. Ты имеешь в виду то, что вас кошмарили, Ну да, из-за того, что был ФСБшники? нервный фон, и была все время тревога, у меня были проблемы со сном, и я, уехав, несмотря на то, что была, как бы началась война, и были другие шокирующие события, я как-то психологически себя чувствовала лучше даже. И даже какую-то вину из-за этого испытывала, что как бы мне не так плохо, как, возможно, должно было бы быть в такой ситуации. Кто-то спросит, я сейчас ретранслирую, я не присоединяюсь к этому, что что-то настолько серьезное происходило в вашей, твоей жизни, что тебе хотелось выдохнуть за пределами России? Дело в том, что оно происходило до этого, и, к сожалению, мы переносим какие-то
травмирующие события на все остальное, и появляется паранойя, которая никуда не девается. Я, по крайней мере, могу говорить за себя, я часто наблюдал на улице какие-то автомобили стоящие, и думал, не следят ли за мной, по крайней мере, первые несколько месяцев. Потом я проверял постоянно себя на какие-то свои телефоны, на какой-то spyware и какие-то... Я боялся говорить какие-то вещи просто по телефону спокойно. Я уехал, на самом деле, до начала полномасштабных военных действий в Украине. Мне кажется, за год. Как раз по той причине, что я каждый раз, когда выезжал, я выдыхал. Я чувствовал себя спокойнее на каком-то очень глубоком уровне. Не во все места, но вот как минимум в Берлин, в котором я сейчас живу. Кто-то послушает это и скажет, так вы просто не любили Россию никогда. Ну, скорее... зависит от того, что такое любить, и что такое страна. Вы сейчас, да, это... С катертью дорога. Да, да. А как это связано вообще, как бы то, что нам было тревожно вместе? Это как абьюзивные отношения. Вот у нас были... Они могут быть внутри семьи, могут быть на уровне государства. Государство нас абьюзило, очевидно. Не только нас конкретно, мы как представители, как бы одни есть там художники, артисты и так далее. Но мы как бы любим место, мы любим людей. У нас здесь там были там друзья, семья, там еще что-то. Мы как бы в каком-то смысле жертвы в этой ситуации все-таки. Мы пытаемся эту ситуацию поменять. Мы можем даже любить этого абьюзера, как бы даже государство в теории. Потому что оно подпитывает как бы наш творческий потенциал тоже, дает нам почву, дает нам пищу для... Как вы сами говорили, власть наш соавтор. Конечно. Вообще российская власть большой художник тоже в каком-то смысле, очень просто плохой, да, но я говорила, что это никак не отменяет того, что мы какой-то своей любовью, естественно, Россию любили. Людей, нашу аудиторию, там, природу, культуру, может быть, не все ее части, но так или иначе. И у меня, например, не было прям идеи фикс уехать. То есть я думала о том, что, похоже, мне рано или поздно, если я хочу свободно выражать свои мысли, придется это сделать, потому что я не могу жить в состоянии того, что я все время тревожусь, какие последствия меня будут ждать. Плюс у меня окружение было такое, как бы людей, у кого постоянно были последствия, там, каких-то действий, арт-акций, еще чего-то. Как ты в этом находишься, пузыре, и тебе, естественно, не знаю, даже вроде бы в безопасном своем доме, там от шороха иногда становится не очень. Или ты волнуешься за своих друзей, за своих знакомых тоже. Поэтому отъезд, он даже не в связи с войной был бы все равно вынужденным. У вас, как всегда, очень интересный концертный график. Как я понимаю, в Мехико вы 2 концерта давали. И оба раза собрали чуть ли не по 1500 человек. В той же Южной Америке поразительно было для меня, насколько там все-таки другие люди в плане приема. Когда ты представляешь себе фаната или фанатскую аудиторию, вот это Южная Америка. Ты не можешь выйти, ты не можешь пройти, на тебя бросаются, за тобой едут на машине, забираются на машину, в которой ты сидишь. У вас так было? Да, кричат, визжат, ловят. Особенно в Мексике. Просто очень преданная аудитория, которая действительно нас очень любит. И они по-другому выражают свои эмоции. Они более громкие, более яркие. И нам, как, может быть, более сдержанным людям, это немножко непривычно, потому что люди, если любят, они открыто об этом кричат, говорят, подходят. И это похоже на такие действительно фанатские сборища. Собираются люди, и они прямо тебя ждут, они кричат, они подбегают, ты выходишь после концерта, они могут за тобой ехать там на машине с каким-то плакатом, еще с чем-то. Может быть, для каких-то других артистов это абсолютная вообще норма для больших, но именно вот такой такой отдачи я нигде не видела. И во время концертов они настолько громко кричали и пели, что я не слышала себя периодически, потому что микрофон ловит все из зала, и я не слышу себя, я не слышу музыки. И я не могу, например, вступить в нужном месте в песню, в бит, потому что я просто ее не слышу, настолько они кричат громко. Серьезно? Да. Были проблемы, даже приходилось менять технически там голову.
микрофона, чтобы он меньше ловил звук из всего зала, чтобы просто вообще технически это возможно было выступление сделать. Мы с вами пока передвигались по Латвийскому лесу, вспомнили фестиваль «Скотобойня». Мы начинали с таких фестивалей, которые были очень DIY, то есть их делало совсем небольшое количество ребят самостоятельно на собственные деньги, без какой-то поддержки. И первые это были Вичаут, вот это делали наши друзья Витя и Кира. И это наше второе было в жизни выступление сразу перед большим количеством людей. Ну, то есть мы маленький проект, который только-только начинает свой путь. У нас был первый сольник в Санкт-Петербурге, на который прошло, не знаю, там 110 людей, что-то такое. И тут мы оказываемся на фестивале, где 600 сразу же людей. К нам очень помогла эта среда, потому что это было комьюнити. То есть мы со всеми музыкантами дружили, очень даже такая семейная какая-то дружба была. Но это было прикольно, потому что мы действительно с нуля сразу начали играть на рейвах, на которых приходило, ну, там, в какой-то момент до, по-моему, 3-4 тысяч Да, человек. было много. И это классная закалка, потому что, ну, это же не профессиональный фестиваль организованный. И там происходило что угодно. То есть и со звуком были проблемы, и с техникой, и менты приезжали накрывать, потому что это не согласованные мероприятия. И после таких, как бы, вещей ты, поехав в тур, ты как бы готова вообще в любых обстоятельствах давать концерт. То есть ФСБшный потом тур тоже в каком-то смысле был для нас проще, потому что мы уже прошли эту школу. Технически Мы были технически местами было лучше, подготовлены, да. Прокомментируем. Здесь много бегающих людей вокруг. Со стороны это может показаться, что кто-то закладки ищет, вот, но это турнир по спортивному ориентированию. Надеюсь, он победит. Ну, Выглядел там как победитель. человек выдохнул таким образом, да, что захотел за него поболеть. Тур с Limp Bizkit, как я понимаю, был в 2020 году. Наверное. А они были в порядке. Вообще в полном порядке. Более того, Фред Дёрст не сильно изменился. Во-первых, он очень классный чувак, мы общались. Во-вторых, он вообще не изменился в том плане, что он как был этим, типа, простым... Типом в кепке? Ну, можно и так сказать, да, простым типом в кепке. Так и остался. Я смотрел их какие-то старые видео, он себя точно так же ведет на сцене. Он там не то что бегал или творил полный дестрой на сцене, он всегда как-то на чиле был. И это не изменилось, и это тоже... Вообще очень сильно меня это вдохновило, потому что они получали удовольствие от того, что делают. Люди получали удовольствие от того, что они делают. Толпа была... Ну, своеобразная толпа была, конечно, в целом. Хотя, ну, было куча прикольного народу тоже, но это было неважно, потому что они все, им всем очень нравилось, они все, как будто был большой джем-сешн просто на стадионе. Да, я понял, что, вот что такое длительная карьера, потому что у них как бы ничего не изменилось. И более того, сейчас, смотря на то, что происходит с их музыкой, это же, ну, ренессанс Limp Bizkit, потому что люди с ТикТока нашли Limp Bizkit, и они сейчас, по-моему, их слушают больше, чем слушали тогда. Мне понятно, почему это происходит. Он очень за нас заступался, потому что нас же несколько раз посылали всем стадионам во время нашего разогрева Limp Bizkit, что довольно предсказуемо на самом деле. Они не слышали даже такого жанра, в котором мы работаем. А более того, выходит какая-то для них девчонка и начинает кричать высоким голосом перед Limp Bizkit, конечно, они это не принимают. Ну и вообще это понятно, с возрастом гораздо сложнее принимать новое. Люди, которые слушали рок в свои 20 лет, продолжают чаще всего и слушать всю жизнь. Это правда так. Поэтому фанаты стареют вместе с группами. Интересно. Я просто, у меня в голове проматываю всех, с кем я слушал в 20 лет рок, и все ли продолжают слушать только рок. Ну, не только, но это правда так. Есть исследования на эту тему. По-моему, после 25, что-то такое, 26... ты перестаешь слушать новую музыку, да? Да, ты перестаешь слушать новые жанры, новую музыку и так далее. У меня этой проблемы нет, но у фанатов Фреда Дёрста она была. Но у него, кстати, не было. Он был супер милым, и он
нас защищал, прям говорил, типа, что вы на них гоните в микрофон, типа, Со офигенно. сцены? Ну да. Вы были у них на разогреве, потому что он захотел, Да. или потому что... Что ваши заработки сейчас? Это туры и стриминги. Мгм. После И того... мерч. И мерч. Мерч приносит деньги. Да. Что больше приносит, стриминги или концерты? Стриминг. Главные деньги от Apple Music и Spotify или от чего-то другого? В основном, да, конечно. А так было и до войны тоже? Мне кажется, что почти, Ну, да. перевес все равно уже в ту сторону. Ну, потому что большая часть публики зарубежная. Да. Мгм. Если без концертов, только на стриминге, вы можете жить? Да. Да. Мы поэтому почти не турим. Мы турим очень много. Нам кажется, что мы турим. На Мне самом деле у нас кажется. очень маленькие туры. Это типа 30 городов в год. Это очень мало. Моя логика просто лучше редко, но метко, более-менее. Вот. Но я очень люблю находиться на сцене, ну, Коля тоже, но сам тур — это всегда очень сложно. Поэтому, если есть возможность себя от этого оградить, именно от переездов и вот всей физической сложности этого процесса, то хочется, конечно, меньше этого делать. Если представить, что вообще закончится концерт, и вы перестанете выпускать новую музыку, насколько вот прослушивания инерционно хватит, чтобы... Сколько лет мы протянем? Да, сколько вы сможете протянуть вот просто нормальной жизни? Но мы вот не выпускали альбом 3 года почти уже. И, ну, не сильно это как-то повлияло на прослушивание. Я пытаюсь представить себе какую-то большую картину, когда я делаю коллаб, и пытаюсь представить себе, как это бы звучало через там, несколько лет, например. Ага. Если это звучит cool, если это звучит хорошо, то отлично. Ага. Если, как я себе представляю, через несколько лет это будет звучать. Если нет, то нет. Ты поправил слово «cool». Да, у меня начинается синдром Брайтон-Бича из-за того, что я уже 4 года живу в Берлине. Ты забываешь слова русские. Я не забываю русские слова, но я помню больше английских. В этом дело. У меня очень часто из-за того, что я потребляю информацию на английском, первым приходит английское слово в голову. И я постоянно, на самом деле, перевожу в голове с английского на русский, как я говорю. Не все время, но очень часто мне это нужно делать. Это такая дополнительная работа, которая на самом деле замедляет речь. Мы находимся в Риге. Через некоторое время, после того, как у нас вышел выпуск про Егора Жукова, который живет в Америке там, последние 1,5 года, и у него в речи тоже очень много англицизмов, и его кто-то подкалывает в комментариях про это. Но я очень рад, что пришли люди в комментарии, которые указали на такую вещь, что человек, который начинает жить в языковой среде или давно в ней живет, часто не может вспомнить слова на родном языке, и это абсолютно нормально. Я бы тоже хотел проговорить и снять эту стигму, потому что как человек, который тоже находится в таком положении, я просто гораздо меньше говорю, чем герои наших выпусков, но это супер обычная история, когда так происходит. Поэтому не гоните на Егора Жукова за это. Да, у меня, более того, очень много друзей, которые переехали давно тоже из России, и у них там все еще более Брайтон-Бичевое, и мы с ними очень часто над собой шутим, потому что это смешно. Ты себя ловишь на этом и понимаешь, как это звучит, понимаешь, что это «this is timeless» и все подобные мемы в одном. Мы как-то были с другом в Италии, и никогда не забуду, я только-только переехал. Там была женщина, которая... Переехал в Европу? Да. Там была женщина, которая разговаривала по телефону очень громко и очень нагло, я бы сказал, в общественном пространстве. И она в какой-то момент сказала что-то такое. Ну, это да, это очень ugly. То есть Видимо, ugly, да? Да. И мы очень, очень долго смеялись, а сейчас я начинаю говорить примерно как она иногда, к сожалению. Вы очень много потребляете контента и музыки. Что вы скажете о музыке к началу 2025 года? Вообще глобально. Что с ней происходит? Я считаю, что все становится каким-то третьей, четвертой, пятой волной ностальгии. Очень часто это ностальгия по музыке, которой вообще не существовало. Иногда это ностальгия по
какому-то определенному периоду, иногда это ностальгия по какому-то определенному звуку, а иногда это вообще воссоздание того, чего не было. Это как, например? Ну, вот Ностальгия по тому, чему не существовало. Не прочь, что я баранки ем? Конечно, Я их не видел просто угощайся. уже больше года. Это про фантазию. Например, ну вот мы не застали какой-то период времени, который застали наши родители, и мы слышим про это от них. И мы можем себе представить это через их рассказ, через кино, через литературу и воссоздать этот образ. Похоже немного про миф о Советском Союзе, который в России да. был. То есть, типа, вот это то самое мороженое, ах, как там было хорошо. Ну, ты это слышишь, да, и потом как-то ты это видишь тоже как раз в кино часто. И это уже совершенно другая история в результате, потому что туда примешивается твое собственное, как Коля сказал, фантазия, твое собственное какое-то восприятие. Но если говорить про музыку и, может быть, какие-то тенденции, я лично вижу очень большой запрос на какое-то более интимное творчество, более сырое, может быть, как раз-таки из-за развития, в том числе AI-технологий и всего такого. Что-то, что сделано человеком, и ты можешь слышать, что это сделано человеком. Например? У меня лично, например, мне очень нравятся какие-то простые акустические версии, не знаю, песня под гитару. Вот оно меня трогает намного больше, может быть, сейчас. Может, это мое личное, опять-таки, чем электронная музыка, которая я понимаю, что, ее можно очень по-разному сейчас создавать. Где компьютер мог сильно помочь. Да, и в этом нет ничего вообще плохого. Просто, мне кажется, это стандартная история, когда какая-то технология бурно развивается и заполоняет как бы собой все. То, что сделано руками человека, оно становится более ценным и более дефицитным, и ты на это больше обращаешь внимание и ищешь этого. То есть made by human, как бы это как будто бы вот тренд какой-то. Буквально handmade. Да. Да. Мне тоже кажется, что все человеческие ошибки, неточности приобретают какую-то очень большую ценность, потому что все настолько становится вылизано технологиями, что теряет ту самую человечность. Есть кто-то, парень или девушка, чей вокал тебя восхищает? Мне очень много, на самом деле, кто нравится, но у меня очень сложные отношения в том смысле, что у меня мама оперная певица. И она для меня как бы просто из детства такая вот эта материнская фигура, которую невозможно перебить. И она все равно для меня остается лучшей и тем, как бы, может быть, даже эталоном, к которому бы я хотела стремиться. Понятно, что я не занимаюсь оперным вокалом, это другая сфера, но как бы технически и профессионально как бы я вот смотрю на то, как она работала и работает, и мне хочется делать так же. Вы общаетесь с мамой сейчас? Общаемся. Все нормально? Да, у нас хорошие отношения. А с другими родственниками? Я, в принципе, со всеми родственниками общаюсь, поддерживаю контакт, и со всеми хорошие отношения, даже с бабушкой, у которой абсолютно кардинально противоположные политические, например, взгляды, но мы не теряем как бы связь. Отца своего я не знаю, поэтому по той линии я ни с кем не могу общаться, а с мамой у меня хорошие отношения. Ты говорил, что бабушке нравится шаман. Бабушке очень нравится шаман, это правда. Бабушка как бы никогда ничего не говорит про то, что я делаю, хотя она как бы в курсе. Но она не дает никаких комментариев, вообще ни про музыку, ни про визуал, ни про вокал. И когда появился только шаман, она с огромным просто восторгом мы в WhatsApp переписываемся с ней очень часто. Она мне скинула видео с ним с просто огромными комментариями, какой он потрясающий певец, какая замечательная песня. И мне, конечно, мне было смешно, и одновременно с этим кольнуло меня такое внутри что-то, что почему мне она никогда не говорила как бы никаких теплых слов про нашу музыку, а как бы шаман вот нашел место в ее сердце. Ты приревновала? Я скорее расстроилась, не то, что я приревновала, но я как бы хотела бы, чтобы ей нравилось то, что я делаю тоже. Но шаман, надо сказать, он действительно обладает хорошим вокалом, у него классная техника. Не буду говорить, что там мне что-то прям нравится или как-то музыкально это круто, но это попало, было спущено как надо, куда надо, и люди слушают. Поет он круто? Технически, да, он хорошо очень поет.
Коля? Да, мне кажется, нет какого-то объективного... нельзя объективно сказать, что кто-то хорошо поет. Мне совсем не нравится, как поет шаман. И мне кажется, что ваша аудитория, наша аудитория, аудитория шамана — это совершенно разные люди. И неудивительно, что твоей бабушке нравится шаман, потому что он это делает буквально для твоей бабушки. Это правда. Но просто я скорее про свое чувство такое детское очень. Да. Слушай, ну при всем отношении к образу и там на кого работает шаман, а как можно отрицать, что он хорошо поет? Ну, Нет, технически. мне просто кажется, что нету каких-то объективных показателей, по которым ты можешь судить, что кто-то хорошо поет или плохо поет. Но Это вообще очень-очень субъективная голос вещь. это тоже субъективно. Тебе Разве? может просто не Конечно. А мне нравится- кажется, это как раз техника, как спорт. Вот именно Ну, во что, какое искусство производит этот голос, это это субъективно. определенный спорт, в смысле это связки. Это всё. часть этого. И там есть разные техники, как можно петь, естественно, но просто тебе на физиологическом уровне может быть неприятен тембр, допустим, какой-то. А, И типа даже высокий, если низкий, человек а? очень классно, технично что-то делает, но тебе просто, это не твое. Ну, Коль, ты просто не слышал, как пою я. Ты сказал, невозможно, очень субъективно, кто как поет хорошо или плохо. Вот бывают люди, которые поют так, что это объективно плохо. И вот, например, как пою Ну, я. кстати, объективно плохо вполне Точно возможно. возможно. Но можешь не показывать. Вы много тусовались эти годы в Лос-Анджелесе? Вы часто там бывали. Остается ли это каким-то важным музыкальным местом? В принципе, местом. Но лично для меня, да. Я понял, насколько хищная система лейблов в Штатах, насколько это не в интересах артистов все завязано, какие там совершенно нечеловеческие контракты, условия для музыкантов и какое огромное количество денег при этом зарабатывают лейблы. Я разговаривал с несколькими людьми, которые действительно попадали в чарты и на тот момент были в чартах. Ну, мы дружили с ними, и они мне говорили, то, что они ничего не зарабатывают музыкой. Ну, то есть буквально Так. ноль. Там происходит очень неровное деление средств. Более того, лейбл вкладывает в себя средства какие-то, в какое-то в промо, вот это все. И потом он должен их окупить, и потом он тебе типа платит. Но так все завязано, что они никогда не окупают эти деньги. Ну, то есть никогда буквально. И они могут там написать что угодно, и в итоге артисты зарабатывают только турами. Очень многие, даже очень большие артисты. И мерчем. И мерчем, да. Но есть еще такая система, что артист может быть молодой совсем, в смысле творчества своего, а может быть уже с бэк-каталогом. Да. И может прийти лейбл и сказать, вот я предлагаю вам работу на таких условиях, но ваш бэк-каталог тоже я забираю. Хотя лейбл никакого отношения вообще к Потому этой что части написано раньше, не вообще имеет, не да. имеет. Но все, что потом идет с дохода с этой музыки, тоже забирает как бы лейбл большую часть. Такой может быть контракт. И Ну. это абсолютно как бы... они как бы обещают за это какой-то бенефит тоже, Да. какие-то классные условия, но это не всегда так работает. На самом И с деле молодыми- это просто банк. Это просто очень плохой банк. Особенно major label — это банк с очень плохими условиями кредита, по сути. У них очень часто нету какой-то даже хорошей команды. Ну, и я вижу тренды, что это становится хуже и хуже, на самом деле. С каждым годом контракт становится хуже. Или есть, например, тоже примеры про вот опять-таки тренды ТикТока и фонк. Был период особенно такой, не знаю, 1,5 года назад, 2 года назад, когда фонк был очень популярен, и очень вирусились эти видео под фонк, и появлялось большое количество молодых артистов, которые... С эту музыку- безумными прослушиваниями. Да, и они вот у них прям буквально 1-2 трека, но уже куча прослушиваний. И как бы появляется какой-нибудь чувак, который приходит к этому молодому зеленому артисту, который вообще ничего не знает про индустрию, и говорит, вот я тебе предлагаю такую-то сумму, но я как бы покупаю у тебя права на эту музыку. Человек радуется, что вау, наконец что-то. Какая сумма может быть? 50-100 тысяч долларов? Это я не- Скорее всего, меньше, но Может для них быть, это все как равно угодно, большие да. деньги, Окей. потому что это какой-то 15-летний Человек пацан в просто отдает, Новосибирске. да, Так. как бы свою музыку, и дальше как бы, ну, это может быть лейбл, условно, да, он зарабатывает на этом, а парень уже нет. Как бы просто по своему, понятно, незнанию, это тоже как бы разделенное вроде Ну, то есть они дают им условно, я сейчас условно, просто чтобы это Просто чуть-чуть понятнее было. предлагают Они ему деньги. предлагают условно 30 тысяч долларов, что огромные деньги для чувака, Да. но потом
прослушивания приносит гораздо больше. То есть стриминг принес, думаю, может такое 150 тысяч, что он мог бы принести, да. но он отказался от этих 150, когда согласился на 30. Да, да. Они просто проецируют его рост. Это очень простая арифметика. Они проецируют его рост на будущее, смотрят, сколько через 5 лет этот рост принесет гипотетически денег, и платят в 10 раз меньше. Насчет индустрии я всегда с большой опаской относилась. И, например, всегда, когда у нас были разговоры с лейблами, у нас вот с Колей было такое часто противостояние, что я всегда отстаиваю больше, что нам это не нужно. А Коля не то, что он говорит, нет, нам это нужно, а рассматривает все-таки вариант, может быть, какой-то совместной работы. И поэтому я приехала, когда в Лос-Анджелес, я мне кажется, была без этих розовых очков, что сейчас придет какой-то дядя с лейбла и скажет: вау, вы такие классные, давайте вместе работать, и это будет какая-то волшебная, сказочная история. Наоборот, у меня произошло в обратную сторону. То есть я ждала очень плохого чего-то, того, что здесь ни друзей не найдешь, ни нормальных людей, всем интересны только деньги, как построить бизнес, индустрия, ля-ля-ля. А в итоге оказалось, что место намного интереснее, сложнее, намного больше слоев. И, конечно, там есть, особенно в творческой среде, среди артистов, очень интересные люди, которые делают что-то не ради фейма и славы, а потому что им действительно, они там за какую-то идею или им просто искренне очень нравится процесс создания музыки. И то же самое в кино. То есть там много энтузиастов. Я не то чтобы топил за лейблы всегда. Мне действительно было просто интересно посмотреть, как это работает, попробовать, может быть, сделать один альбом, посмотреть. Потому что я вижу, что очень большие артисты выпускаются на лейбле, почти все выпускаются на лейбле. То есть мы довольно редкий случай, когда у нас нет вообще никакого лейбла, у нас есть дистрибьютор и все. Коротко, давайте разницу объясним. Лейбл и дистрибьютор. Дистрибьютор, ты, по сути, ты же не можешь сам залить на Spotify музыку. Тебе нужен кто-то для этого, кто это за тебя сделает. Технически. Твой мобильный оператор. Да, типа того. Посредник. Между лейбл — это тот, то есть он технически просто забирает и заливает на платформы. А лейбл — это тот, кто помогает в визуале, в промоушене, в сочинительстве, если как надо. вы договоритесь, да. По-разному. То есть это просто такой продюсер в и классическом, и разном смысле этого слова. Такая креативная студия. Да, вот. Да. Типа, условно, Газголдер, Black Star. Более того, у лейбла может быть свой дирекшн и видение, как вообще каких артистов он берет, и что он из этого мир из этих артистов, которые он создает. Это тоже может играть большую роль. И мы говорим, по крайней мере, я говорил в основном про мейджоры. Есть небольшие инди-лейблы, у которых все гораздо интереснее, прикольнее, но мы все равно, пожалуй, пока останемся независимыми. Я считаю, что нам нужен свой лейбл просто, если мы захотим. Это то же самое. Кто такой Ким Дракула? Музыкант, артист из Австралии. Сейчас он живет в Лос-Анджелесе, насколько я знаю. И он как-то так появился сначала в ТикТоке, он делал такие метал-каверы на всякие популярные треки. И потом начал делать свою музыку, потому что он музыкант, тоже у него был свой проект какой-то еще другой до этого. Честно говоря, я его случайно совершенно нашла в Инстаграме, и я подумала: прикольная у него техника вокальная, и стала за ним следить, и как-то как раз он только появился, начал какие-то вещи делать, и он очень быстро набирал обороты и много выпускал музыки разной, такой сниппетов больше, и показалось, что было бы здорово с ним что-то сделать. И мы сделали этот трек. Тебе нравится? Трек? Да. Да, мне очень нравится этот трек. И вы ухватились за него, потому что музыка была интересная, или потому что это тоже такой был вход в ТикТок аудиторию? Нет, у меня таких мыслей тогда вообще не было. Мне действительно очень просто понравилось все. И его образ на тот момент, и его технический скилл, и как он снимает, просто его подход художественный к ТикТокам, ирония какая-то, еще что-то. И просто захотелось сделать вместе коллаб. Просто потому что классно поет. И мне нравится результат. То есть я довольна. Сделал бы, может быть, даже еще что-то как-нибудь. То есть нет ощущения от Лос-Анджелеса того, что это такое, знаете, представление, пусть и не эпохи Ла-Ла-Ленда, но что Лос-Анджелес как центр развлекательной индустрии — это такое немного архаичное понятие, потому что в эпоху интернета в целом можно, не из любого гаража
насочинять. Но Можно, тем не менее, да, конечно. ну, точно можно, но просто потому, что центров стало гораздо больше, и не только Лос-Анджелес. Так да, но просто мне вот нравится это место тем, что оно на самом деле немножко вне времени какого-то, в то же время, потому что оно действительно застряло слегка в прошлом, буквально. И в то же время как бы туда все равно приезжает очень большое количество людей отовсюду, они туда стекаются, может быть, даже транзитом, но это такая точка, где ты можешь встретить кого угодно вдруг неожиданно. И место дарковое достаточно, несмотря на все свое как бы солнце, яркие цвета, но как бы это его неоднозначность. А что ты имеешь в виду, что темное? Ну, дарковое в том смысле, что и как бы люди гонятся за какой-то своей... Ну, это мекка капитализма. Люди гонятся за своей американской там, мечтой или славой или чем-то. В то же время они как бы выживают, как бы дорогое жилье, сложно найти работу, депрессия, несмотря на суперпогоду, и вот эти деньги вокруг, все блестит, все сверкает, но как бы ты не все себе это можешь позволить, далеко не каждый может. И как бы в то же время проблем вот этих как бы людей с веществами, с бедностью, целый район с людьми, которые живут на улице в палатках, преступность, как бы куча всего, что люди буквально сходят там с ума как бы за какой-то очень короткий период времени. Но для меня это привлекательно, потому что это очень интересно. Очень интересная история у этого всего. И это как-то подпитывает. И страх тоже подпитывает, потому что ты не хочешь оказаться одним из людей, которые сходят с ума и живет в палатке потом. И это тебя заставляет двигаться, как-то что-то делать и стремиться как бы искать своих тоже людей, что там очень сложно, и твое выживание буквально зависит от того, как ты выстраиваешь коммуникацию, с кем ты общаешься. Я, например, очень интровертный человек, и для меня это прям челлендж. То есть приехать и найти какие-то новые контакты и научиться с этими людьми разговаривать просто, еще и на другом языке. И это интересно, я чувствую, что это какая-то точка для меня внутреннего роста. Но при этом вы не уехали в Лос-Анджелес. С концами имеется в виду. Нет, у меня был какой-то момент, когда я думал о переезде, когда я уже жил в Берлине, но я понял, что, наверное, это не для меня. Я там чувствую себя хорошо физически очень, потому что там все время классная погода, там прикольная природа вокруг, много классных людей. Но каждый раз, когда я возвращался оттуда и смотрел на то, что я там делал, в плане музыки, в плане визуальных вещей, мне это не нравилось. И у меня много теорий, почему это. Например? Мне раньше казалось, что я не сильно подвержен среде, и вот я какой есть, такой есть. Неважно, где я, в России или... Потому что я сижу дома, пишу музыку, как на меня это повлияет. Я думал, что среда мне не важна, но оказалось, что это не так. И, например, Лос-Анджелес на меня влияет в том плане, что я начинаю общаться довольно много с индустрией, не только с музыкантами, с менеджерами, с какими-то агентами. Это все классные ребята, но ты немного начинаешь думать, как они со временем. И когда ты начинаешь думать, как они, ты как будто бы делаешь более проверенные и беспалевные... Ходы. Да, сейф какие-то вещи. И лишаешься индивидуальности. Ты делаешь то, что уже сделано. Я не могу сказать, что это вот на 100% с мной произошло там. Но это влияет. Это сильно влияет, да. И поэтому, несмотря на то, что я там физически всегда чувствую себя лучше, творчество у меня получается там немного менее интересным. Это я потом уже начал осознавать, послушав и посмотрев. Это любопытно, да. Потому что для меня по-другому абсолютно. По-другому? Да. Мар, расскажи. И на самом деле пару действительно классных треков, которые один мы выпустили до альбома, а один войдет в альбом, мы записали в Лос-Анджелесе. Я, во всяком случае, записала. А до альбома какой? «Ненавижу». Он записан в Лос-Анджелесе? Частично, да. И «Господи» в Лос-Анджелесе. Закончен тоже. Но музыку я написал задолго до этого, находясь вообще в другом месте. Текст я тоже частично написала, честно говоря, не там, но полностью... Вот смотри, да, но расследуем. полностью собрала, допела и поняла, как это все как бы сделать вокально, композиционно в этом смысле именно там, и мне это не помешало. Как бы. Мне кажется, что я достаточно анти как бы
персонаж, и я очень часто в противовес что-то делаю в среде и пространству, и мне это интересно. Это для меня как бы сопротивление месту, оно это как мой ресерч какой-то художественный. И, возможно, он там тоже включается, и поэтому я как бы не проваливаюсь в то, чтобы под это место подстраиваться, а наоборот. И это мне помогает сохранить. Ну, я не подстраиваюсь, конечно, под это место. Я про себя говорю сейчас. Да, но это звучит, как будто я подстраиваюсь. Ну, неосознанно это можно делать. Да, и к тому же, понимаешь, в чем дело? Типа противодействие чему-то – это все равно очень сильное влияние. Конечно, а я не отрицаю влияние. Я говорю, что на меня просто по-другому немножко работает. И я... Плюс вообще Штаты на меня в каком-то смысле, по крайней мере, краткосрочно, действуют терапевтически и хорошо, потому что там другая культура, и эта культура, особенно в Калифорнии, в Л.А., она как бы направлена на то, чтобы тебя поддерживать. То есть в культуре людей что? Они всегда тебе говорят что-то хорошее. Что бы ты ни делала, даже если это не очень что-то хорошее, они тебя поддержат, скажут, что это просто супер. Ну, это скорее калифорнийская культура. Да, это далеко не везде. В Нью-Йорк тебе скажут, иди нахер чаще. И для меня это очень аплифтинг, и меня это подбадривает, и я как бы не закрываюсь в себя, наоборот, меня как-то это больше раскрывает. И, наоборот, моя сдержанность и моя какая-то холодность очень симпатична как будто людям там. Потому что, в общем, их культурные особенности — это релиз для меня, потому что мне, может быть, сложнее какие-то вещи так вот открыто и тепло выражать. А моя сдержанность и холодность — релиз для них, потому что у них не принято быть такими отстраненными или очень прямолинейно говорить, что тебе что-то не нравится. И этот обмен в итоге получается какой-то синергетичный. Ну да, в общем, по крайней мере, может, я недостаточно долго просто там пока еще пожила, но пока что у меня ощущения именно такие. Если ввести в поиске телеграмма iSpeak, первым выпрыгивает ваш фанатский телеграм-канал на 3500 подписчиков. И там 3 последних поста — это осуждение. Посты заканчиваются то ли в феврале 22-го, то ли в марте 22-го. И там осуждение вас. И автор канала, он там, во-первых, постит патриотические видео с Сергеем Бодровым, где он про армию говорит, а во-вторых, пишет: «В связи с нынешней ситуацией я этот сброд презираю и осуждаю. Надеюсь, они одумаются, но вряд ли. Я сделаю все, чтобы они извинились за свои слова и понесли уголовную ответственность». Вы видели эти посты? Я сейчас вспоминаю, что какой-то... Что-то нам кто-то говорил, по-моему. Это просто не самый большой фанатский паблик. Просто, видимо, он единственный, который столбил за собой чистое название, я предполагаю. Потому что есть еще другие разные. И наш собственный небольшой телеграм-канал, который мы не ведем. Здесь могло произойти 2 вещи, на самом деле. Одна — это человек просто был вынужден это сделать по какой-либо причине. Вторая — это на человека просто надавили или приложили какую-то деньгу, когда это произошло, потому что мы заплатили. Думаешь, нет? Меня просто... Я бы не Он же может так думать. Да. Человек действительно мог так думать. Да, не подозревать всех в том, что заплатили. Это вот как пропаганда думать, что нам заплатили за то, что мы так думаем. Ну да, но я просто не понимаю, как он мог смотреть, что мы делаем, и видеть, что мы делаем, и потом настолько резко мы могли вот в один день разойтись в позициях. У меня поэтому непринятие этого. Такое тоже возможно. Возможно, да. Но вот я поэтому говорю, что что-то должно было произойти. Либо у него какая-то есть личная вовлеченность в эту войну, либо у него вот есть какой-то вот ортодоксальный именно взгляд на эти вещи, которые вот настолько расходятся с нами, а все остальное ему очень нравилось, потому что это буквально наш фанатский паблик. А мы совершенно явно давали понять, на какой мы стороне. Всегда примерно. Либо его попросили и как-то помогли. Но мне непонятен его стейтмент в том смысле, что какую нашу позицию он осуждает. Мы никогда не говорили, что, допустим, не знаю, россияне должны идти умирать, или что мы поддерживаем украинскую армию и желаем смерти российской армии. Мы же таких стейтментов не делаем. Мы очень адекватно высказываемся в сторону того, что агрессия со стороны государства, к которому мы имеем принадлежность, мы ее не поддерживаем. И мне кажется, это просто нормально. То есть у нас абсолютно нормальная позиция, не кровожадная. А он как будто бы
говорит так, что мы хотим смерти одних людей вместо других. Ну, так я поняла, во всяком случае. Мне кажется, это просто довольно истеричная реакция, и рационализировать ее бесполезно. Вы говорите, что Надя Толокно ваша подруга. А как вы отреагировали? Вы видели тот пранк, на который она попалась? Мы должны про это говорить? Давай не будем, да. Это для нее была очень болезненная история. Вы в паблике появляетесь на ее свадьбе, вы говорите, что она ваша подруга, и я не могу не спросить. Вы можете не отвечать на вопрос. Но не спросить с моей стороны это Я знаю, что ты даже спросишь, скорее всего, Да. очень конкретную вещь про то, как она с деньгами. Это тоже было для меня открытием. И А что было? Я просто не знаю. Надя попалась на пранк, Это я знаю. и внутри этого пранка она признается, что она обманула людей. Она собирала деньги на гуманитарную помощь в Украине, но она не Направляла на спрашивала у военную людей, помощь. направляла на военную. А это большая разница. Там, большая, потому что мы, например, не отправляли принципиально на военную помощь. Ну, просто для нас это Мы неприемлемо. отправляли много денег, но вообще не на военную помощь. Ну, мы помогали приютам, и была гуманитарная. Ну, я Животным после этого, приютам, например, да. задумалась, а куда эти деньги на самом деле могли быть направлены? Ну, я как бы доверяю тем людям, которым мы деньги отправляли. Думаю, что то, что мы отправляли приютам, было направлено приютам, то, что было направлено на гуманитарную помощь, было направлено на гуманитарную помощь. Вы говорили с Надей про это? Про то, что де-факто она обманула людей? Пока что нет, но я думаю, что такой разговор вполне может у нас состояться. У вас есть вопросы к этому? У меня прежде всего есть вопросы к контексту, потому что я какие-то подробности только сейчас узнал. Мне, конечно, интересно будет с ней про это поговорить. Еще я знаю, что это болезненная тема для нее. Мне кажется, что херово, что это вскрылось таким образом прежде всего. И это плохо примерно для всех, кроме этих пранкеров. И то, что мы сейчас это обсуждаем и даем им больше внимания, это тоже пранкером. это тоже и не подпитываем то, что Надя нехорошая. В этом просто был момент, когда оказалось, что единственный вообще способ помочь сейчас Украине — это все возможные средства направлять на поддержку именно военной какой-то мощи. И, возможно, ей двигало именно то, я не могу за нее говорить, но, возможно, ей двигало именно то, что она понимает, что люди не хотят принципиально из своих моральных убеждений поддерживать не российскую армию, не украинскую, потому что это поддержка любого вида кровопролития. Но она должна для себя внутренне сделать такой выбор, что она людям говорит: да, мы на гуманитарку берем, но вот если мы хотим помочь Украине, мы вынуждены так. То есть это все равно из лучших ее побуждений. Это обман. Смотрите, я не обсуждаю сейчас людей, которые решили, неважно, они граждане России или любой другой страны, что они считают, что помочь жертве можно оружием. Это их концепция. Каждый сам вправе думать, присоединяться к ней или нет. А есть люди, для которых принципиально гуманитарка. И вот они донатят сюда, а человек, который это организовывает, не говоря тем, кто донатил, хотя для них это принципиально, обманывает их. Вот для меня принципиально было, у нас же был такой вопрос, для меня было принципиально, что я не готова ни российской, ни украинской армии направлять деньги на военную поддержку. И если бы я с таким столкнулась, конечно, для меня это был бы, это принципиальный действительно вопрос. В случае с Надей я просто пытаюсь для себя сейчас тоже еще раз как-то проговорить, что это могло быть, потому что разговора у нас не было, и сложно это комментировать, особенно учитывая, что у нас есть какая-то дружеская связь. Что важнее, кстати, дружба или истина? У нас, когда был тур с ФСБшниками, с ментами, у нас было интервью как-то с каким-то англоязычным изданием, уже не помню с каким, где нас спросили: вы могли бы дружить там с человеком, насколько вы принципиальны? Я тогда твердо ответила, что нет. С каким человеком? С человеком, которым мы совершенно полярных взглядов, там, условно, кто поддерживает Путина, но я не смогу даже нормально разговаривать, потому что настолько мы разные. Сейчас я уже в этом так не уверена, потому что я понимаю, что как минимум, если хочу, чтобы ситуация как-то менялась, мне нужен какой-то диалог с этими людьми тоже поддерживать как-то. И вообще понимать, как они думают, чтобы они понимали, как я думаю, чтобы мы не смотрели друг на друга, как на двух диких, как дикие звери, которые только цапаться могут. И это очень сложный вопрос, дружба или истина. Экстремально сложный. Дружба или истина?
Зависит от истины, зависит от дружбы, зависит от... Как на пресс-конференции Путина. Так и есть. Это правда. Это правда нужно рассматривать от случая к случаю. Ну, я знаю, что для меня есть очень важные, допустим, какие-то люди близкие, и мне сложно представить ситуацию, в которой они делают что-то, и я прям отворачиваюсь от них. Как будто должен быть ряд каких-то действий, после которых я понимаю, ну все, этот человек для меня закрытая какая-то история. Пока, ну как бы до этого должно как-то дойти, но если это какая-то одна вещь, которую мы можем обсудить, проговорить, понять друг друга, то как будто это еще manageable, а дальше уже как пойдет. Dead but pretty. Расшифруйте мне момент именно клипа. Там, когда менты вас загребают, они вас, кажется, что они вас приехали и, ну, все куда-то везут в отделение, они вас привозят на Красную площадь на рейв. Что это значит? Что менты с нами? Менты за нас? Ну, хотелось бы. Такая фантазия, да, что тебя мент принял, потом тебя подбегнул вот так вот в машине. Ну, это на самом деле основано немножко на реальных событиях, потому что, например, мы фотографировали наш мерч на Красной площади. И как только мы на нее ступили в нашем фулл-луке с выбеленными лицами, к нам подошли сразу же и стали нас профайлить, там, пробивать по базе, смотреть, кто мы, что мы. Мы как бы говорим, да мы просто вот снимаем, мы тут ничего не делаем. Ну, мы действительно никаких акций не собирались там делать, ничего такого. И прямо тут же стоял, я вот сейчас не вспомню, вряд ли это был ОМОНовец, но может быть, ну, как бы сотрудник, который, пока эти сотрудники пробивали, когда они отошли, он подошел к нам и сказал: ребят, я вас знаю, вы вообще супер, просто, ну, понимаете, вот такая вот как бы работа. Стандартная достаточно фраза, конечно, я хорошие, они плохие, вот, но я думаю, что, ну, люди разные попадают в эту систему, и эта система по-разному этих людей как бы перерабатывает. И у меня была в какой-то момент такая концепция хорошего мента, такая с надеждой, как бы, что может быть, ну, тогда уже хороший полицейский. Вот, как бы все-таки человек, который приходит с каким-то своим моральным компасом, и он у него не сбивается, и он как бы вроде способен противостоять даже как единица системе, что, конечно, невозможно на самом деле. Поэтому это такая, ну, этот клип, он такой немного сказочный, но там и про, в том числе, соавторство, как бы, что власть соавтор тоже наш. Группа iSpeak. Ну, в каком-то смысле иногда, да. Вот. И про травматику вот эту, потому что как бы менты из клипа в клип, потому что у нас с ними есть какая-то бэкстория, так или иначе. Сериальность. Да, потому что эта травма все равно, какой бы она со стороны ни казалась там смешной или еще что-то такое, как бы для кого-то, для нас это, ну, какой-то этап вот в жизни, когда, может быть, в какой-то момент стало немного страшнее там на улицу выходить. Ну, это для многих людей. Как бы у меня есть друзья, которые, только уехав из России, только со временем перестали, наконец, бояться людей в форме. Как бы мне повезло, что у меня как-то этот страх со мной не прижился. Но, например, у меня был долгий период, когда я была достаточно зашуганная и выходила там всегда в 3 капюшонах, смотрела, там, не идет ли кто-то за мной куда-то, потому что у меня были ситуации, когда за мной следили эшники. И, ну, это неприятное давящее чувство, такое немножко параноидальное. Ты сама себя начинаешь спрашивать, мне кажется, или это реальность, и я это придумываю, или это правда со мной происходит. И вот это самый такой момент неприятный. Вдохновлял ли вас на клип Kiss of Death фильм «Солнцестояние»? Я огромная фанатка Ари Астера. Я смотрела абсолютно все его фильмы по несколько раз, вплоть до его студенческих работ. «Beau is Afraid» я смотрела 3 раза подряд в кинотеатре, хотя я знаю, что для многих это самый скучный в мире фильм. И я, конечно, смотрела «Солнцестояние», когда этот фильм только вышел, и я думаю, что косвенно он повлиял именно на меня, во всяком случае. Но и мы даже с Колей его вместе смотрели, мне кажется.
Но дело в том, что помимо как бы этого фильма, сам вот этот как бы этот pagan ритуал, как это опять переводится? Языческие обряды, они же очень, они и на Руси были, они, и, например, в Латвии здесь до сих пор соблюдаются, и, может быть, это повлияло намного больше, потому что я все-таки там в процессе, например, написания сценария и продумывая это все, опиралась на это. И мне кажется, чисто визуально все-таки солнцестояние несколько другая история, чем наш клип. Тут перекличка идет больше вот по этим как бы образам языческим. Кого еще в кино ты очень любишь? Ну, я вообще очень много смотрю кино. Это на меня, наверное, больше влияет и всегда влияло, чем музыка, все-таки как на человека визуального в первую очередь. Но мне очень нравится Тай Уэст и вся вот эта вот нашумевшая трилогия с Мейков. Мне нравится Джулия Дюкорно. Я люблю очень Линча, естественно, Ларса фон Триера тоже, в принципе, как бы скандинавский кинематограф. Бергман тоже для меня большая фигура. Итальянский кинематограф. Итальянский Дарио что? Ардженто мне очень нравится. Но я вообще очень люблю хорроры. Я вот недавно, создавая как бы образы для наших лайвов, которые мы сейчас снимали, меня как-то пробило фильмом, который меня очень сильно травмировал в детстве. Опять-таки скандинавский кинематограф, но это «Лилия навсегда». Там как бы вот эти дети, персонажи, они с такими крыльями. И мы тоже с крыльями. Я крылышки видел у вас в Узбе. Да. Ага. Они будут в лайвах использоваться? Будут, да. Но это не единственная причина, но просто как бы такой сильный образ, и он как-то вдруг вылез очень неожиданно у меня внутри где-то, хотя я как бы не пересматривала этот фильм 1000 лет, и вот я его уже после того, как это все было придумано, решила снова пересмотреть, посмотрела снова, прорыдалась просто, потому что он очень тяжелый, и ходила еще неделю, наверное, как бы под впечатлением. Но да, на меня очень сильно кинематограф влияет. У Ларса фон Триера, например, я тоже смотрела абсолютно все фильмы, но есть один фильм, который я до сих пор не смотрю и просто его все время откладываю, потому что все время есть какой-то риск того, что он перестанет снимать. И я думаю... Напоследок. Ну вот вдруг он перестанет, у меня останется один. Но он, конечно, самый такой антихрист. Не знаю, хороший ли это выбор для последнего фильма, но... Есть ли у тебя любимое кино на русском языке? Я очень любила раньше, в принципе, сейчас я просто последний не слежу за тем, что делает Валерия Гай Германика, но был у меня прям период, мне очень нравилось. А чего? Школа? Всем было и осталось? Школа вообще, да, я до сих пор считаю, что это гениально, и сейчас бы это, тоже очень, очень прорывная могла бы быть картина, такой сериал. И в условиях ТикТока я себе очень хорошо представляю, как его можно снять. Да, но это новаторская, конечно, была история. И вообще то, что получилось это показать по телевидению, это... По Первому каналу. Да, это фантастика. Сейчас такое сложно себе представить. Как снимали сцену, когда ты на барабанах играешь, как будто летая? Меня подвешивали. Я висел высоко в воздухе. Там был кран. Я висел на веревке, которую потом убирали в CG. Снизу стояло человек 6-7 с огромными березовыми палками, на которые были приделаны барабаны. Снизу фигачил адский громкий ветер. Это такие, которые для дельтапланов, такая огромная такая машина. Было очень холодно. Был почти минус, по-моему. Это было, по-моему, уже осенью мы снимали. И ты по торсу был? Да. Это было, по-моему, 4 утра. Было 2 20-часовые смены съемочные. Такой момент, да, веселый. У вас выходит альбом. Как появился «Господи, прости»? Для меня конкретно он появился с заметки в телефоне, с куплета, и дальше уже разросся текстово в какие-то стороны. И это, конечно, разговор
ну, можно назвать это каким-то диалогом с Богом, но скорее как все-таки с чем-то очеловеченным, может, даже каким-то нарциссической родительской фигурой, я там не знаю, как-то можно так это назвать. И в этом разговоре как бы герой, лирический, героиня говорит о том, что вот я как бы пытаюсь сделать вроде бы все, что только возможно, чтобы Бог обратил на меня внимание и наконец-то подарил мне какую-то любовь, внимание и справедливость в таком как бы хорошем ключе, что ли. Но этого не происходит, как ни стараешься, этого не происходит. Это диалог с условным родителем? Мне просто казалось, это про такое некое разочарование в человечестве. Ну это же фигура как бы Господа, Бога, она же всегда такая немножко родительская. Он же как родитель тебе... Ты чувствуешь себя дома, в церкви или с Богом, или в диалоге с Богом. Он может заменить себе семью, не знаю, он, она, оно, что это для каждого что-то свое. И я не говорю об этом как о чем-то буквальном, что это, допустим, я разговариваю там со своим родителем. Нет, но это с чем-то как бы большим, может быть, и с человечеством, да, почему нет? Про что или про кого песня «Лузер»? Ну, это такая... Ну, вообще половина альбома — это брейкап-песня, потому что, ну, это моя личная история. У меня произошла большая любовь в жизни до войны, до начала. И как бы эти отношения я пыталась в процессе всех своих путешествий и так далее сохранить, но как бы они не выдержали, скажем так, проверки временем, расстоянием и так далее. И поэтому часть песен, часть песен про как бы расставание с любимым человеком и все вытекающие как бы из этого мысли, попытки, может быть, это удержать, чувство вины, что, может быть, что-то было неправильно сделано. Ну и «Лузер» как бы буквально про потерю как бы какого-то близкого человека, который одновременно, может быть, был и чувством дома, и как бы закрывал все вот эти вот какие-то дыры, но как бы вот ты теряешь и человека, и вместе с ним и дом, и как бы у тебя нет и физического, может быть, постоянного дома, и в этом чувстве ты пребываешь, фантазируя о том, как могло бы быть по-другому, и что все равно есть какая-то фантазия, которая тебя держит и согревает, потому что это расставание не какое-то такое, когда ты ненавидишь человека, которого ты теряешь, а оно как бы светлое по-своему, что ли, потому что как бы любовь, она все еще есть. И как бы я рассуждаю в этом треке о том, что вот где-то глубоко внутри у меня все равно есть это тепло, которое меня согревает и держит, и это чувство дома, это, может быть, воспоминание про то, что вот, близость с этим человеком, оно как бы дает мне какую-то поддержку. При этом ты, конечно, ощущаешь себя лузером, и в какой-то момент даже хотела переделать этот припев и как бы обратиться к кому-то, то есть сказав, что не «I'm such a loser», а «you such a loser», потому что всегда в расставании ты немножечко, ну вот в этих амбивалентных состояниях находишься, вот, но оставила так в итоге. Это человек из России? Да, изначально да. Ага. Но сейчас уже, конечно, не там. Тоже с началом войны этот человек уехал из России. Этот человек парень? Этот человек парень. Что ты можешь... Этот человек-человек. Да. Вы долго были в отношениях? Ну, мы встретились, наверное, за почти год до начала, ну, месяцев 8 до начала войны. Да, но в отношениях были недолго перед началом войны. А почему именно война повлияла? Потому что, ну, как она косвенно повлияла. Я не говорю, что вот это только из-за войны, но просто у меня была возможность находиться в разных точках мира, в Европе и так далее. У него на начало войны не было возможности, он мог только в некоторых зонах находиться. И с этим тоже были связаны какие-то мои постоянные перемещения. Потому что без европейских документов? Да. Да. И разлуку отношения не выдержали?
Не, они очень долго выдерживали, но просто отношения на расстоянии — это очень сложно. В моей жизни это впервые такой опыт, и, возможно, я чего-то не выдержала, потому что, как бы вы ни старались, если в какой-то момент люди, которые находятся на расстоянии, не собираются в какой-то уже, наконец, точке, но это становится невыносимо болезненно, постоянно быть в этих качелях, качаться встреча-разлука, и как бы это изнашивает очень сильно. Могу себе представить. А сделать европейские документы не получалось? Сделать европейские документы... Нет, европейских документов нету. Есть другие документы, которые дают возможность периодически находиться в Европе, но тоже не длительный срок. Парень знает, что про него будет песня? Или он узнает это после интервью или на альбоме? Слушал весь альбом. В принципе, если он... Я думаю, он догадывается, что что-то есть про него там. Вы поддерживаете отношения? Мы общаемся, да. Ага. То есть вы остались друзьями, просто не парень, не девушка? Я не знаю, друзья ли мы, но мы поддерживаем отношения. Мы общаемся, мы не совсем мы не разошлись, как в море корабли. Парень творческой деятельностью занимается? Да. Он известный? В каких-то... Это вопросы просто... Мне интересно. А сколько ему лет? Мне интересно. Как будто я к бабушке пришла. Не переключайте после рекламы. Андрей Малахов с вами. Я вообще пожалела, что я это сказала уже, потому что это прости. заходит слишком далеко. Да, прости, я не Я буду. уже даже не знаю, человек разрешения не спрашивали тоже. Да, мы его не назовем. Коротко. Он музыкант? Он в том числе занимается музыкой. Окей, больше не пытаю. У тебя стартовал свой собственный проект. Угу. Расскажи. 1.5 года, что я просто писал музыку в стол. И так получилось, что Настя после отъезда была очень занята другими вещами. Для меня музыка — это, как я недавно осознал, это психотерапия. И мне просто очень нужно писать музыку. Я пишу каждый день, железно, по несколько часов. И только тогда я чувствую себя цельно и хорошо. Иначе, потому что я рассказчик историй, и когда я перестаю рассказывать истории через музыку, я начинаю рассказывать себе истории. Про здоровье, про какие-то вещи, которых не происходит. То есть... Ты париться начинаешь? Например, ипохондрия просыпается. Я начинаю думать про здоровье слишком много. А когда я пишу, этого нету, потому что вся эта энергия уходит вот туда. И из-за того, что Настя в этот момент со мной не работала так активно, у меня просто образовалось огромное количество музыки, которую мне нужно было куда-то девать. И я сначала начал работать с другими людьми, продюсировал там несколько треков, но я понял, что мне просто нужно попробовать самому петь. И в какой-то момент это сможет быть чем-то вменяемым в плане голоса и вокала. Потому что я давно еще очень пел. Изначально мой первый проект был с вокалом. Только я встретил Настю, я там уже пел. Но после того, как я услышал, как поет Настя, я перестал петь, потому что Настя пела гораздо круче меня с первых нот. И тут у меня образовалась такая возможность, я начал много писать, много петь, совершенно обсессивно, ежедневно и много. И сейчас у меня, на самом деле, очень много музыки, которую я не выпустил еще. Я выпустил 2 трека, но у меня сейчас где-то 1,5 альбома, которые я буду выпускать позже, после альбома I Speak, потому что нужно фокусироваться на этом. Как бы ты жанр обозначил? Это скорее Роцк. Роцк? Да, скорее Роцк. Гитарная музыка. Спасибо, что объяснил. На всякий случай. Ты сменил имидж, ты теперь без волос. Почему решил? Проще. Как ты себя чувствовал, когда впервые это сделал? Или это не впервые было? Мне не очень нравились мои волосы изначально. Они были очень тонкие всегда, и тонкие блондинистые волосы выглядят... мне не очень нравилось. И я просто как-то попробовал
По-моему, мне кто-то посоветовал попробовать побриться, и я просто попробовал совсем чуть сбрить, потом сделать чуть волосы вот так, чуть пригладил, посмотрел, вроде ничего. И оказалось, что я один из тех людей, чья форма головы позволяет мне это сделать. Не, выглядит очень эффектно. Спасибо. Есть ли артист, о фите с которым ты мечтаешь? Мне очень нравится Мицки, мне очень нравится Лана Дель Рей, мне нравится Шапель Роун. Да, это было бы, конечно, классно что-то вместе сделать когда-нибудь. Хоть раз за эти почти 3 года, что идет война, ты пожалела о том, что вы высказались и вынуждены были уехать? Нет, у меня такого не было, ни сомнений вообще не было ни разу. Я бы хотела иметь возможность приезжать в Россию, наверное, но в какую-то другую все-таки, не ту, которая сейчас существует. И я не чувствовала какой-то тяжести от того, что я не могу туда вернуться. И меня не придавливало невозможностью приехать снова в Россию сейчас. Потому что я понимаю, что мне там нечего делать. И у меня там, в принципе, есть несколько знакомых и родственников, которых я всегда буду рада видеть. Но есть другие способы увидеться. Для этого не обязательно ехать куда-то, где тебе, похоже, не очень рады. В целом у меня чувство, что все в жизни так или иначе моей лично складывается так, как должно. И происходит какой-то все равно рост, какое-то развитие. Мне, может быть, повезло, может быть, это результат моих собственных усилий, но моя жизнь действительно сильно изменилась, когда я уехала из России, но она не стала хуже, она просто другая. Просто все немножко по-другому, просто по-другому я себя переизобретаю все равно, так или иначе. Все равно осталось какой-то внутренний стержень, он по-прежнему не сломлен. Меня это не убило, в общем, не добило и не погрузило в бесконечную депрессию. Я знаю, что просто с какими-то людьми произошло так. Печально, что так произошло, и надеюсь, что у них получится свою жизнь выстроить, как им хотелось бы. И финальное. В чем сила? В человечности. И финальное. В чем сила? Я по-прежнему считаю, что в эмпатии, соответственно, в любви. В эмпатии и в любви. Так вот банально.